что сказать. Мы уезжаем из Мармариса. It's not cricket. Чем-то напомнил мне город Париж. Тоже не останавливаются на зебрах водители. Бухта красивезная очень. Перед нами раскинулся красавец город Денизли. Сейчас будем искать петуха. Символ города. А, он здесь должен быть? Морского. Так он va вбивать, искать. Мы так пропустим его, проедем Да мимо. ладно. Конечно, проедем, мы ж по окружной едем. Может он где-то на окружной. Петух на окружной? Мало ли. Я смотрю, вас чрезвычайно веселит тема петуха. Ну потому что очень странно, почему город называется морской, а его как бы символ петух. А то, что он за 160 километров от моря, тебе не странно? Ну вот странно, я потому и удивляюсь. Хочешь услышать что-то А действительно вот еще странное? один бим. А, Хочешь? какой? Вот, знаешь, где находится Мраморное море? Sea of Marmara. Вот. А слышала про город Мармарис? Мы заехали в город Денизли. Остановились. Ну, так сказать, заскочили на экскурсию. Сейчас, в данный момент, мы на экскурсии в супермаркете BIM. Покупаем бананы. Ну, а пока ребята покупают бананы, я расскажу немного. Ну, то, что узнал. Я как бы много не знаю. Расскажу то, что узнал про город Денизли. В городе Денизли проживает 658 тысяч человек. Soak it and see, you never know. Куда ты поставил? Памуккале, что в переводе означает песчаный город. Не, не песчаный. Не совсем. Ты не совсем хорошо знаешь турецкий. Да, это соляные ванны. Да, это Между прочим, хочу напомнить, что я буду монтировать видео. Я после песчаный город обрежу, и все. И будет куда ехать. И будет песчаный город. Я думаю, что немного ты будешь доволен. Да-да-да-да. О, класс! Красота! Туршусу. Туршусу. Что такое туршусу? Это туршу. Туршу. Красота. Говорят туршусу. Я говорил, что в детстве Не ешь. люблю ловить мусор. Понятно? Класс. Тебе приятно? Да. Видишь, какой тебе? Скорее бы уже обед. Вы купили, кстати, бананы? Банан купили. Его их на утро. Мы купили, но мы не отдадим тебе. Ты будешь знать, что они есть, но ты их кушать не будешь. Почему? Потому что они на утро. Мясо вы купили? Купили. Не, мы мясо не купили, мы купили курицу. В Турции Мы не курицу купили, мы купили что? Тавук. донор. Донор. Тавук. Вообще-то да, донор. Куриный донор. Куриный донор мы купили, а не курицу. Вот, потому что в Турции курицу
куриное мясо не воспринимают как мясо. Я воспринимаю, вот я сейчас в Турции еду и все равно воспринимаю как мясо. Вот. Я вообще вегетарианец. Я ем только рыбу и свеклу. А рыба это не мясо? Нет, конечно. А почему? Рыба же есть тоже мясо. Это веганы себя так оправдывают, то, что они не едят мясо якобы, но при этом топчат все нормально. Рыбу, там, Философская минуса. зеленых огурчиков, которые тоже Минута растут. осуждения. Они же тоже растут. Да, огурчики. зеленые огурчики, да, это тоже растение, растет, вот А деревья. если еще маленький Деревья ты возьмешь, дают- это же вообще ребенок Да еще, он вообще даже не не говори. вырос. Посмотри дерево. Дерево дает нам жизнь, потому что мы дышим, кислород вырабатывает, да? Вы что, ничего не знаете про деревья? Дает вам жизнь. Деревья воюют с людьми с тех пор, как люди вышли из океана на сушу. И деревья пытаются от нас избавиться. И я думаю, избавиться. Измир нам не надо. Я думаю, что сюда. Но не, блин, не сюда. А вот по Мукале Вон. написано. Все, успели. Получилось? Да. Ого. О, красота, снимай вперед, смотри, Ну красиво. всё уже. Да сними. Ну что сними уже, когда мы Город пройдем. Ну проехали. опиши хотя бы своими словами. Красиво, Очень красиво. Ржавое очень красиво. сердце, вот. Вон трава Венизли написано. горизонтально растет вверх. Я Дома не буду описывать, стеклянные. потому что человек идет по четырехполосной дороге. Две девушки в черных повязках стоят. Вот, мост. Ну ладно. Горы красивые. Я думаю, что наши зрители нам поверят, что здесь было очень красиво. У нас нету зрителей. Кстати, хотя бы вообще-то, ты знаешь, если бы мы это все сняли на заднее стекло, вот так как есть, просто чуть бы подняли, Кстати, да. было бы все равно все видно. Ну, Так так уже даже и так не видно. Так, все, да. Додики. Вот мы приехали в Памуккале, что в переводе обозначает лунная долина Бабочек. Соленых камней. Ну пока тут обычно довольно-таки, как бы. Никак. Ничего особенного тут. Вот я. Цветочки есть. Вот сейчас находится возле исторического места. Вот барьер, чтобы пройти, опасные и курящие. Вот мы заплатили за вход и теперь смотрим. Здесь вы можете видеть, ну как вы, я здесь могу видеть. Когда смотрю в эту сторону, я могу видеть, когда отворачиваюсь, смотрю в камеру, я тоже в камере могу видеть, можно так сказать. Здесь я могу видеть белые камни, это новые камни, такие вот, мы как привыкли видеть скалы. Сероватые, такие некоторые даже черного цвета. Это нет старости от времени. Эти, как видно, вот новые еще только завезли, вон еще бирки даже не поснимали. Самые-самые, так сказать, ну свежие еще пока что белые, чистые. И мы на них я на них смотрим. А ребята фотографируются. Ну, Там, наверное, и додики купаются. Вот смотри, там додики купаются. ну что ты за человек, а? Я не могу больше. Пошли, он больше не может. Снимай. Вы видите, там додики купаются, наверное. Короче, вы попадаете в кадр моего репортажа. Меня направят до ванны и там теплишься. Мы, дорогие глядачи, мы сейчас находимся... Так тоже попадают. Мы сейчас находимся на склоне бавовняных этих Кале. фортеці, названная так в честь того, что это соляные бассейны, это стекает соль с моря, и она тут засыхает, и получается тут такие бассейны. Я так думаю. Здесь черное все. Под нами течет вода. Что такое? Нормальный вроде поток. Они, люди, просто приходили, запустили воду куда им надо, вниз туда, тем самым якобы начали управлять водой. И все. Вся природа начала пользоваться. Хорошие места, там где Ты люди думаешь, не если бы здесь вмешиваются. была вода, оно было бы Я все белое, уверен. да? Конечно, оно было бы А нормально. вот смотри, вода. Люди прорывают так, как им надо, начинают якобы управлять природой, тем самым уничтожают ее. А так бы было все это красиво белое, и если не было здесь шлагбаумом и людей побольше, ну да, просто приезжали туристы, загаживали. Но тем не менее природа сама все очищала. А так люди стараются вмешиваться, и люди стараются управлять природой, от этого еще хуже делают. Да.
доказательства, пример. Сейчас посмотрим. А вот так называемые фотовые бассейны. Здесь люди едут 6 часов на автобусах, а потом сюда приходят и что-то походу случилось с Аней. Мне так жарко тут стоять. Согласно легенде, древние греки, которые жили в древнегреческом городе Хиерополис, воссоздали Луну здесь, на Земле, так как они ее видели с Земли, для тренировок древнегреческих космонавтов. Ежегодно на поддержание вот этой всей юнесковской красоты уходят примерно 100 миллионов литров белой краски, которая производится здесь неподалеку заводом белой краски в городе Денизли. Готово? Сейчас буду фоткать. Сейчас я, короче, снимаю вот эту парочку на фотографию, и они хотят, чтобы было без волн отражения. Поэтому они стараются стоять и не шевелиться, чтобы не было волн. Не болтыхать ногами, а не шевелиться. Не болтыхайте ногами. Потому что шевелиться можно. Уже почти что нет. Еще минут 15 и уже можно будет фоткать. Я опустил ноги, и она на вид холодная должна быть, но она очень теплая. Мне сказали, что это из-за термических источников. Но я здесь никаких термитов не видел. Холодная, да, вода? Правильно, залезь, тут прохладно. Там жарко везде, а тут так свежая, хорошая. О, класс, да. А то вот черта ты говоришь ерунду. А вот это вот, это так называемая долина вулканов. Вон вулкан активный, вон там видно активный вулкан, вот там. Не знаю, тут что видно, мне ничего не видно. В принципе, по всей Турции введен жесточайший масочный режим. Нельзя выходить из дома, не надев маску. Но здесь можно ходить без маски, потому что какому человеку захочется нормальному фото? Он сюда раз в жизни приехал, кому им захочется фото без маски? Конечно, нет. Поэтому здесь разрешено ходить без маски. Берешь и такой, оно холодное. И потом я, опа, и 5 пальцев на одной, и 5 пальцев на другой дверь. Видишь у меня? Что, все ноги пальцами обкидала? А раньше как было? Смою, пожалуй. Руки. Еще осталось на ноге чуть-чуть. В 1910 году Микки Маус во время своего визита в Памуккале, знаменитый визит Микки Мауса в Памуккале, он заметил, ну трудно не заметить, и привез эту идею в Калифорнию. И именно из этого материала, глина, был впоследствии построен замок Уолтера Диснея. Как вам это? Сейчас сделаю фотку. Infinity Pool, so to speak. Вот так ходить по этому бассейнчику, конечно, ощущение отвратительное. Там вот эта вот жижа, теплая вода.
Но зато на фотографиях будет потом, смотри, я потом эти все фотографии распечатаю, повешу дома. На стенах люди будут приходить и говорить: ух ты, где это ты был? Я буду говорить: это я был. Ножки, пузики, подмышки. И оно как бы так каскадами. Вода такая теплая тут. Теплая вода, ребят? Если с вершины Памуккале бросить столовую ложку муки, чайную ложку соли, пол чайной ложки соды, и все это взбить с 3 столовыми ложками сахара и белком яйца, то определенно удачливо выйдете замуж. Так пить охота. В горле пересохло. Воды, baby, it goes right through me. I'm like a wind, and my anger will disperse. Мало кто знает, но на другой стороне, вот там вот основная сторона, тут на другой стороне Памуккале есть, ну, то же самое, что и с той стороны, только без людей. Та-та-та. Саня запустил дрона и не поставил точку возврата. И дрон улетел в долину бабочек из Памуккале. 250 километров. Хватит батареи там? Вот скажи, если ты запускаешь тут дрона, и вот там человек стоит, запускает тоже дрона на одной и той же зоне, то у самих дронов есть хоть какая-то детекция или можно шарахнуть? Я думаю, можно шарахнуть, если у них только нет датчиков движения. А у тебя есть датчик движения? Только вниз. Ну вот. Ну вот, если я на него буду садиться, то нет. А если, нет, а если сбоку, то например, да. Какая у тебя скорость? 35 и 40 км в час. Вот. И у другого это 70 км в час. Да, и все, шляпа, все. Ну вот я так и думал. Поэтому надо запускать в местах, где больше никто точно не будет запускать, каких-то очень скучных. Там, где дрон вообще ни к чему. Хиерополис хорошее место. Если отойти подальше от той тропы, там, где все смывают пот, то тут очень красивые места. Тут развалины древнегреческого, я так подозреваю, я точно не знаю, наверное, древнегреческого Хиерополиса. На холме и вниз во все стороны. Не только там, где эти ванночки, во все стороны. Вниз спадают эти белые штуки. По некоторым вода льется красиво вверх, еще ходят горы. Видно долину красивую внизу. Классно.
Вот там вот какие-то развалины дальше. Тут они повсюду. Еще какой-то амфитеатр есть. Сейчас, может, пойдем посмотрим. Что пить? Вода. Вода. Короче, какая-то вода в том кране. Такая же мутная, как и в тех бассейнчиках белых. А тут антик пул. Старинный бильярд. Какой-то. Что такое? Что тут происходит? Куда они поехали? А где амфитеатр? Амфитеатр там наверху за углом. Нет. Это старинный бассейн. А нам сюда можно? Можно. Пойдем? Как хотите. Прекрасно. Прекрасное место для города было. Наверное, место осталось. Города нет. Шикарно. Виды на закат, так сказать. Восход. Древнегреческая парковка, потом так вот древние греки шли по дорожке. И тут уже был город. Тут храм Аполлона, там агора, бани, кладбище, театр. Тут еще один был театр в центре. Дальше уже вход запрещен. Или, так сказать, no entry. Всех слышно. Меня, наверное, слышно, как я комментирую. Всем. Сань, расскажи, что тут. Вход запрещен. Здесь в древности проводились бои разные. Клоуны, терминаторы, пчелы, люди-пауки. Вот все вот это свора был собран как раз в этих кучах. Вот если видите, вот здесь с той стороны клетки. Их выпускали оттуда, почему выпускали так. Выбрасывали, в принципе. Да, бросали, потому что они как бы были оперенные, но крылья обрезали, чтобы не летали. Знаете, пауки, которые стреляли паутиной. И вот здесь вот как раз происходили сражения. Если вы посчитаете, раз, два, три, 4, 5, и там стоят спрятанные выходы. Оттуда выбегали тигры, гладиаторы и, ну, и местные жители, да. Когда не хватало тигров, уже заканчивались, выбегали местные жители. И вот тут все это происходило, как раз вот видите пятна, черные пятна. Это как раз вот места, где были спаленные жертвы, вот эти пауки, там всякие терминаторы. Ну, кстати, только одному человеку удалось улететь. А так все были как бы тут уничтожены, в принципе, победивших не было. Палец вверх не поднимался вообще никогда. Всегда всех убивали. Все. Терминаторы против клоунов. Уже на сцене. Ну что? Ну что, понравился вам Памуккале? Что в переводе означает город из сахарного льда? Очень масштабно. Красиво походили по руинам. Покупались с бассейном. Аккуратно, камень. Бассейн Клеопатры, который стоит отдельно 100 лир. В бассейнах, в которых нельзя купаться, охранники гоняют. Понравилось? Что тебе Амфитеатр, понравилось больше всего? который охранники горяют. Из всего Ферропольца, что тебе больше всего понравилось? Мне больше всего понравилось вот те последние ванны, которые чистые были, там где не засланы туристами. Очень красиво. И тепло. А тебе, Наташа, что больше всего понравилось? Все. Понятно. Сейчас находимся Гюле-Гюле. Нет, гюле-гюле это по-турецки бай-бай, гудбай, пока-пока, типа вот так. Я знаю. Мы сейчас находимся в Средней Турции. Средняя Турция характеризуется абсолютным отсутствием моря. Мы собираемся ситуацию эту исправить при помощи сани.
и 3 часов времени. Здесь в Турции делают бараний мед. Как раз из шерсти барана. И очень полезно. Советую. Бараний мед? Да. Как его делают? Ну, пчелы слетаются на баранов. Ну, а там, как обычно, дальше. Что они там делают, я не знаю. Улики свои летят. Опыляют. Ну, обычно делают Опыляют Пчелы баранов. опыляют баранов. Или мы проехали? А вон те стоят лодки. Значит, Это все сходит. Ну что, Наташа, мы уже приехали. Сдаешься? Вашингтон тут нет, мне на N. На N. Ну так уже все, конец. Ты сейчас, если не успеешь, проиграла. Как это проиграл? Мы-то с Саней уже вылетели. И ты, получается, уже все. Не-не-не. В финале проиграешь себе. Это Нет, ты сложный что, прикол. сейчас? Мы уже проехали даже и то место. Мы сейчас приедем уже. Ну ладно. А нет, не проехали. вот, по-моему, то место. Ой, а сюда нельзя заезжать туда. Привет, это же мы приехали. Да, конечно, выходи. А ты, друг, здоров тоже. Вот. Я не могу. А что ты, так, конечно, так это же мы приехали опять. Привет, дружище. О, хорошая какая. Эта собака называется Белок. Сноубол. Нет. И это, смотри, уже дружили. Да ты что, как вообще тут вообще дела, как на пляже, тут что рассказываете? Вернула. Вот молодец, вот молодчиночка. Мы тебя сейчас будем кормить.